Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, приветствую вас. Второй прогноз. На декабрь 2025 старинный цыганский пасьянс «События на пороге». Вот давайте узнаем, какие события на пороге, события с первых дней месяца. Как раз, я так думаю, где-то нам карты цыганского старинного пасьянса дадут подсказку. Будем, конечно, реалистами, но вы-то реалисты, мои дорогие, поскольку это только как одна из альтернативных возможностей или вариантов развития событий карты, но подсказку дать может. Или как просчитать что-то, ваш какой-то план. Давайте узнаем, с чем будут связаны события декабря. А я бы сказала, может быть такое дежавю, потому что и где-то вы это чувствуете. Вот касается вашего благополучия. Но в несколько ином контексте. Почему? Вот смотрите, прежняя история, которая была связана ровно год тому назад. Вот о чем вы думали, о чем вы, может быть, мечтали. Вот здесь больше для вас, я, по крайней мере, вижу больше возможностей. Но ретроградный Уран создает нам конфигурацию именно такую, которая где-то похожа на ту обстановку, ситуацию или ваши где-то там думы, чаяния, то, что было год назад. Я оставлю, кстати, ссылку в описании под видео на декабрь 2024 года. Вспомните, открутите киноленту собственной судьбы назад. С чем это было связано? Вот что-то подобное. Именно вспомнить, о чем вы мечтали, чего вы хотели и как это складывалось на тот период времени. Потому что, как и декабрь 24 и январь 25, и здесь у нас декабрь 25 и январь 26 до 4 февраля. Ретро-уран в Тельце. Вот один в один. Я думаю, подсказки будут. Будет больше. Также оставлю ссылки на свои статьи. Там разного рода статьи, поэтому перейдите, посмотрите. Я не сказала, не случайно, точнее, сказала, что о чем вы мечтали, вспомните, потому что здесь как раз идет реализация вашей мечты, исполнение желания, так и называется. Ну, я не говорю, что прямо что тут все у нас исполняется, будем реалистами, конечно. Но, мои дорогие скорпионы, ну что-то вас радует, это факт. Что-то у вас получается. И я за вас искренне рада. И планетарно для вас период, когда мы, правда, можем избавиться от каких-то болевых таких точек, да, очень знаковых. Это имеется в виду какая-то тема, вопрос. Раньше у нас не получилось это осуществить, а здесь вы меняете как конфигурацию. И это время вашей силы, мои дорогие. Спокойное течение жизни. Вот как хочет Скорпион, получает, может быть, исполнение желания. И как-то у нас декабрь, особенно вторая половина декабря, я ее вижу более спокойной. Может быть, точно такая же и первая где-то, да. Но здесь, как водится, да, у нас декабрь всегда такой. Вторая половина, это там у нас уже праздники, но как будто карты нам с самого начала декабря говорят, что да нет, у тебя складывается что-то со знаком плюс, и жизнь более размеренный ход как бы приобретает. Здорово. Ладно, давайте пойдем дальше. Вопросы дома. Тут может быть буквально дом, стены, но и кто в доме, домочадцы, близкие люди. Или с кем вы. Может быть и так. Личная какая-то история. Что нам еще говорят? Солнышко, мои дорогие, ведь правда? Тут не только исполнение желания, а вот интересно, в этом пасьянсе тут есть исполнение желания и исполнение желаний, то есть много. Это когда у нас колчан со стрелами сходится. Ну, пока еще не сошелся, давайте посмотрим дальше. Ну, солнце, посмотрите, солнце в доме. Я тут вижу, ведь солнце – это прояснение, поэтому у кого-то прояснение по личной истории, по личной ситуации. Но все же это карта выбора правильного направления, и это все же больше достижения. Дела, работа, бизнес или откуда к нам приходят деньги. Но нужно быть внимательным. Маска. Конечно, банальная зависть идет по этой карте. Ну, колчан у нас не совпал, зато совпала дорога. Может быть, какие-то приятные дороги, путешествия. Может быть, и к вам кто-то. Вот будьте внимательны вообще, кто к вам приходит на порог. Вот, да, какие события на пороге. Тут какая-то
персона может быть на вашем буквально пороге, которая, ну, ее не назовешь доброжелателем. Будьте внимательны к новым людям. Будьте к людям тем, которые... У вас же интуиция шикарно работает. Если что-то вам уже внутренне подсказывает, стоп. Вот тут вот какая-то мутная ситуация, мутная персона, какой-то человек непонятный. Это точно стоит к себе прислушаться, учитесь доверять себе. И понимаете, у вас именно ваша чуйка, она как трансформируется. Если прежде вы соскальзывали в какую-то ненужную философию, которая вас затягивала как на глубину колодца, и попробуй с этого колодца выйти наверх, на поверхность вынырнуть. А здесь нет. Она более так рационально начинает работать. И это где-то ваша сила, которая вам будет помогать последующие годы, мои дорогие скорпионы. Сам держи, скорпион, маску за пазухой. А люди, может быть, действуют так же. Даже если когда ты куда-то отправляешься, к примеру, ну, наверное, не всему, что тебе транслируют, следует доверять. Учи себя беречь, как будто по-новому, потому что у тебя на кону что-то как раз складывается. А в жизни нашей, согласитесь, так и бывает. Как только у нас какой-то подъем намечается, обязательно кто-то рядышком оказывается. Или хочет где-то присоседиться, или это воспользоваться нашей какой-то ресурсностью. Вот смотрите, точно. Мы ведь в нашем пасьянсе можем складывать карты, которые в крайних рядах по горизонтали, по вертикали. Вот смотрите, маска так, а у нас еще совпадает закрытый путь. Вот всем маскам закройте путь. Может быть, кстати, вы и будете фильтровать окружение. У нас планетарно то время, когда нам говорят, строй правильные социальные связи. Но правильные, может быть, причесывать будете, что правильно, что неправильно. Да, вот где-то так анализировать явно будете. Причем это не эмоциональный какой-то надрыв, а спокойное течение жизни. Кстати, мои дорогие, еще пакет. Вот, может быть, бумагу какую-то важную вы получаете. Бумагу, документ, или подписываете этот документ. Может быть, это связано с работой, а может быть и по жилью. Тут, наверное, ну так у каждого что-то свое. Но ваша ресурсность, мои дорогие скорпионы, это факт. Что у нас еще с вами совпало? Любовь, верность, искренность. Это не та любовь, которая страсть, все горит и сжигает. Нет, это когда люди понимают друг друга без слов. Именно верность, лебедь, мои дорогие. Это и ваша верность. Может быть, это со стороны и партнера, или такой человек. Как-то развивается ваша личная история. Вы можете и встретить такого человека. Ну, мы можем разных людей встретить, кстати. Может быть, это будет связано уже для кого-то, как была история, когда вы встречались, дружбы. А здесь, потому что тут у нас совпадает и конверт, да, это документы. Конечно, для кого-то это может быть банально. Телефонный звонок или СМС, что-то, да, или в мессенджерах кто-то пишет. Но все же здесь больше пакет с сургучной печатью, как пакет документов. Вот для кого-то будет, может быть, пакет документов, связанных с поездкой, с переездом, а для кого-то именно с личной жизнью, когда отношения хочется перевести на новый уровень. Может быть, брачный контракт заключить, почему нет? Или перезаключить. Ретро-уран мы как раз что-то с приставкой переделаем. Ладно, не вижу я у вас больше совпадений, мои дорогие. Но не вижу, правда. Пойдем дальше. И первый вопрос, который мы с вами зададим. А нет, вот теперь вижу. Новые люди, смотрите. И правда для кого-то может быть знакомство? Образ цыганки, поэтому и пасьянс, наверное, называется цыганский, но прописано в значениях лицо, вот просто лицо. Те люди, которых мы еще недостаточно хорошо знаем. Ну вот я где-то об этом и сказала. Будьте внимательны. Ну теперь точно идем дальше. Что уйдет? Или что завершится, мои дорогие? Что уйдет, что завершится? Возможно, и вы от чего-то откажетесь или будете завершать. До ума довел и уже поставил в этом точку. А что нового придет взамен? Что или кто спешит на ваш порог, спешит в вашу жизнь? С чем или с кем будет связано? Чего опасаться, за какое дело не браться? Вот в чем быть осторожным и внимательным. И давайте посмотрим по основным сферам жизни. Чего ждать в личной жизни, в любви, в взаимоотношениях в целом.
что ждет в финансах и что ждет работа, дела, у кого-то учеба, у кого-то, кстати, документы. Ну и, в принципе, ваши планы на будущее. Именно достижения. Что прояснится? И что ж там уйдет? Во. Тут что-то вы будете пересматривать, это ж не уйдет. Но явно какие-то семья нам показана, да, перемены в личной жизни. У кого-то могут быть именно вопросы дома. Тут какая-то новая конфигурация. Может быть, раньше вы были вдвоем, а теперь кто-то ждет рождения ребенка и готовится. Ну, к примеру, не обязательно же говорить уйдет, правда? Или когда вы перезаключаете, вот, к примеру, брачный контракт. Или вы меняете место нахождения. Раньше жили в одном месте, здесь вы будете планировать что-то иное. Пусть это не буквально вот вы теперь что-то поменяли, потому как тут такие резкие движения, наверное, телодвижения или вообще какие-то вердикты, ну не совсем. Разве что по прежней какой-то истории, именно делать. Вот это отлично. Сказать, что мы что-то крушим, нет. Уран, он, конечно, да, планета свободы и инноваций. И Уран не разрушает никогда того, что для нас полезно или может быть продолжено с нашим прогрессом. А он как раз отметает все то, что уже не нужно. Но иногда он по-своему действует. Для нас это всегда неожиданно. И нам кажется, словно все снес в щебень. Не то что руины, а в щебень там вообще ничего не соберешь. Но это именно потому, что какая-то новая история должна начаться. Вот у вас пересмотр идет. Дела семейные, домашние, то есть буквально жилище, и где-то работа, финансы, откуда к нам приходят финансы. Вы здесь сами можете какую-то перерокировку как будто совершить. Может быть, и изменения, которые связаны, ну, к примеру, с вашими далекими родственниками, да, обустройством быта. То есть вам какой-то прежний мироуклад, порядок, вот мир, я имею в виду мир и порядок в вашем доме, в вашей семье, он вам здесь не нравится. Вы явно что-то будете переделывать, потому что было прежде. Здесь, может быть, и обстоятельства сами требуют того, что нужно перестраиваться. И ваша чуйка, опять-таки, она вам может давать правильные подсказки. Потому что есть один вариант, а есть вариант, который более правильный, более лучше. А что нового придет взамен, что или кто идет на ваш порог? Вот надежные люди идут. Может быть, это как образ, что придет. Конечно, стабилизация, реализация ваших планов. Но и по семье буквально это мать, жена, заботливая хозяйка. Это та, которая умеет поддержать мужа. Мои дорогие мужчины, это вот какая-то женщина такая. Может быть, буквально это какая-то персона, предел для кого-то, да, которая рождена под знаком зодиака, стихии Земли. Как раз вот у нас Уран ретро в Тельце, Телец, Дева, Козерог. Но это могут быть и наши близкие. Или человек по асценденту, или вообще другой человек, но он обладает вот этими надежными качествами, который умеет вот воплотить как и мечту в жизнь, так и буквально порядок, мир в доме поддерживать. Но именно реализация, потому что то, что мы задумали, у нас это получается шаг за шагом реализовать в собственной жизни. Поэтому у кого-то конкретная персона, такой надежный человек, хозяйка в доме, да, или вопросы, которые будут тоже связаны, кстати, что придет нового. В целом стабилизация, да, реорганизация. Или когда мы можем расслабиться, не суетиться, потому что рядом с нами надежный человек. Вот это спокойное течение жизни, когда все по местам и все в порядке. А может быть, это как новый порядок именно в вашей жизни какой-то. Такое я тоже не отрицаю. Давайте в чем опасаться? В ностальгии, мои дорогие. В том, что мы можем, кстати, по этой карте надумать и сами притягивать какую-то историю из прошлого, дабы попробовать еще раз. Но нет, на лад их дело не пойдет, как будто, да, как в басне. По этой карте точно так же, чего опасайся, бойся, может быть, каких-то донайцев, дары приносящих, которых вы очень хорошо знаете, мои дорогие. Потому что идут те люди, это ведь ностальгия, какие-то приятные воспоминания. То есть это может быть буквально связано с человеком, которого вы хорошо знаете, и который вам что-то транслирует. Вы ему доверяете. Вот, наверное, если новая организация выпадает,
то тут вот надо как-то, может быть, даже пересмотреть некоторые составляющие. Ну, к примеру, по части ваших родственников, далеких родственников, или в целом, кто идет на ваш порог, какие люди входят в вашу жизнь. Ну, может быть, это прежде вы их знали, но мало ли, в какую сторону тут повернутся события, но явно вы тут что-то будете передумывать. Может быть, это у кого-то банально так. У вас, ну, к примеру, да, была одна история личной жизни, потом она не сложилась, вы это подвели уже к знаменателю за этот период времени, вы уже как, ну, начали приходить в себя, будем говорить так, и у вас уже новая история, понятно, новые планы, и вдруг, здравствуйте, человек из прошлого, которого вы уже забыли даже. Ну, вот такое тоже может быть. Я не утверждаю, это не для всех, но для кого-то такой момент может проиграться. И вот с тем, что нам знакомо, надо быть осторожным. Ну, вот буквально так, тут по-другому даже не скажешь. Что ждет в личной жизни, мои дорогие? Ну вот не замечтаться, с одной стороны. Может быть, это решая вопросы по части дома, по части жилища, но вообще это хорошее настроение, вдохновение, да, что ждет? А вот как раз то, что мы говорили, исполнение какого-то желания и спокойное течение жизни, вдохновение, мои дорогие. Но это ведь еще карта розовых очков, поэтому, видимо, все-таки есть у вас, мои дорогие, у нас тут маска. Есть то, и вот мы только что с вами по поводу некоторых людей. Тут именно с людьми что-то у вас будет связано, понимаете? Ну вот, видимо, тут нужно быть осторожным. А что это? Кто это вообще? О чем? Вам тут кто-то, знаете, мои дорогие, как путаницу будет четко вносить. Вот карты говорят. Семерка ведь это некоторая путаница. Это вот есть какая-то бельберда, которая, в принципе, по сути, не имеет никакого значения. Ну, может быть, прежде бы вы, ну, как-то поступили иначе. А с тузом мечей мы ищем выход из лабиринта, и мы его находим. Здесь какое-то будет однозначное решение у вас. И, может быть, там кто-то не согласен, кому-то там что-то не нравится. И вы знаете, у вас тут и внутренняя, конечно, как трансформация, мои дорогие. Я уже сказала, что если прежде вот ваша вот эта интуиция, да, она работала не всегда для вас со знаком плюс, утягивала вас на как колодец этих воспоминаний, или пережитых событий, и вы могли подзастревать именно эмоционально. Вот здесь карта эмоционального восприятия. А нам говорят, вот нет, ты из этого лабиринта выходишь однозначно. Может быть, где-то карты подсказывают, ведь две карты эмоций, мои дорогие. Это как искаженное восприятие со знаком минус, вот это тоже где-то искаженное восприятие, но со знаком плюс. Оставайтесь реалистами. Вот вам говорит об этом туз мечей. Какой-то лабиринт у вас должен закончиться. Видимо, в декабре самое время все расставить по местам. Что ждет вас в сфере финансов? Дорога к свету, старший аркан. Тут как возрождение, выздоровление от боли, от страданий, мои дорогие. Как новые способы заработка. Что-то вы оставляете, правда, за плечами. Тут у вас новые перспективы открываются. Может быть, это старший аркан, внешние какие-то события вам могут добавить новостей или буквально как какой-то порядок, уклад, система меняется финансовая, откуда к вам приходят деньги, мы с вами говорили, да, что уйдет, придется пересматривать. Да, тут что-то по финансам вы будете. Но как приход, расход, дебет, кредит именно в своей жизни, откуда приходят деньги. И надо сказать, Уран, ведь он все дробит. Поэтому было, к примеру, одно место работы, а тут два. Был один источник дохода, а тут тоже уже два. Или вы хранили, допустим, даже деньги вы одним каким-то образом, а тут вы тоже можете какие-то вложения, к примеру, делать, или в разных валютах. То есть, ну вот есть вот такой вот нюанс, переложите на свою жизнь, потому что старший аркан все-таки предусматривает. Это вам как будто будет помогать. Зачем-то вам это нужно. В этом и есть какое-то выздоровление. Но вообще я должна сказать, верхние карты как раз больше говорят о том, что заканчивается какая-то темная полоса. На достижение что? Карту финансового успеха. Да, тут что-то вы будете по финансам передумывать, переделывать. Может быть, это с изменением работы или вообще какого-то характера работы, как график, да.
Раньше вы, допустим, работали на месте, в офисе, а тут будете работать удаленно. Или наоборот. Или когда релокация офиса, это где-то вас подталкивает к тому, что нужно ехать, да? Вот такое тоже может быть. Или внешняя обстановка. Тут тоже я такого не исключаю. И карта, кстати, говорит, на ваши достижения, деньги, вот вам не случайно все то, что я говорила, это вам будет необходимо, потому что будет помогать вот такая, да, градация, как по Урану, я сказала, дробит. Потому что карта-то финансового успеха, но она говорит, и тебе сейчас, как боги высшей силы помогают, но надейся сам на себя. Деньги у вас, мои дорогие скорпионы, будут, но эти деньги как будто нужно, ну так, приберечь. Они вам понадобятся именно на достижение когда-то потом. Тут, может быть, и хорошо какие-то кредиты, например, закрывать. Это да. Тут хорошо, если вам нужно совершить платеж, а по каким-то причинам ваши деньги, которые вы заработали, они задерживаются. И вот, кстати, если есть какие-то задержки с платежными системами, вы можете это менять. Вот тоже, да. Банки менять, вот такое я предполагаю вполне. Потому что, ну, одни условия, а тут вас что-то может не устраивать. Правда, тут есть такой пункт. Но если кому-то нужно, вот как одолжить деньги на какой-то короткий период времени, то тогда есть тот человек, который вас выручает. И если вам нужно для ваших достижений какую-то правильную сделку заключить или правильно документ оформить, пусть бумагу какую-то важную вам нужно, она как для вас старт означает, да, то тогда есть тот человек, который может вам содействовать именно дельным советом, а не пространными какими-то там своими мыслями, потому что это помощь, которую мы благодарно принимаем, но карта работает в одном направлении. Она точно так же говорит: помни, рука дающего может стать рукой просящего. И поэтому вам говорят, что если кто-то пытается одолжить у вас денег, будьте внимательны. Тут какая-то история с прошлого. Кто знает, одна карта на другой, две шестерки. С одной стороны, это победа, но все же тут присматриваются ваши цели, мои дорогие. А деньги– один из способов взаимодействия с миром. Может быть, вы сами тут что-то будете менять, и тогда это все во благо. Прежнее, потому что система не работает, чего опасаться. Тут ведь тоже где-то мы можем подумать, что по шестерке чаш это то, что мы бы хотели. Мы бы хотели расслабиться, мы бы хотели, чтобы у нас что-то там произошло. Но, видимо, не все осуществляется в реальности, поэтому если вот этот туз мечей, нужно выходить из лабиринта. И вполне вероятно, это касается не именно любовной истории, а вашей личности, мои дорогие. Ваши цели, намерения, где-то они могут пересекаться. Вот, несмотря на такую очень добрую палитру, от важных решений, похоже, вы не уйдете. Что там прояснится? Ну да, тут держаться нужно с одной стороны. Эта карта говорит: Скорпион, ты уже сделал все, что мог. Вот в каком-то деле вы уже действительно прошли, как знаете, демаркационную линию. И настал выход ваш на авансцену, потому что мы должны выйти из этого импровизированного забора. Кстати, в герметической колоде Таро это карта великой мощи, физической силы. Поэтому кто-то может буквально прояснять некоторые вопросы по здоровью, к примеру. Я такое допускаю. И тогда это вот вам во благо, это, как знаете, увеличивается именно физическая сила, активность. Но ее очень рационально нужно применить. Себя как будто не обесточить. Карта призывает к тому, что будь аккуратнее, особенно вот по части возвращения или тех людей, которых вы знали. Вот тогда мы можем говорить, что ты сделал уже все, что мог. Тут какой-то новый ход, новый шаг. Это уже в будущее, уже прошлое, там все понятно. И вот этот период, когда вот мы словно пугало ставили, или где-то эта карта, знаете, когда мы могли обособиться. Не хочу никого не видеть, не слышать, все надоели. Ну, когда мы никому не верим, кстати. И мы замыкаемся, потому что мы себя пытаемся собрать, как будто в кучку, да, или воедино. Потому что какой-то сложный период мы уже прошли. Вот поэтому первые шаги, что прояснится, куда вы пойдете, на что вы согласитесь. И карта выбора правильного направления, точнее знак Солнца, тут действительно что-то будет проясняться. Просто
Это новое уже. Это уже с позиции какого-то продолжения. Может быть и завершение некоторых ситуаций, подписание окончательных документов, взаиморасчетов, я такое допускаю. Но именно шаг за шагом вы подводите какую-то черту, подводите, ну, расставляете, вот говорят, все точки над «и», именно над прошлым. То, что уже было, произошло, и идете дальше. Но от этого перестраиваются все сферы вашей жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. И я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Благодарю также за спонсорскую помощь и поддержку, мои дорогие. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы.